Всем привет из прекрасного солнечного города Мерсин. Меня зовут Анастасия, я директор агентства недвижимости Well Homes в Турции, город Мерсин. Сегодня специально для вас мы приехали в район Тедже. Это один из самых популярнейших районов в нашем городе. Такой как Махмутлар, как Алания, все сейчас едут сюда. Почему? Потому что 360 дней в году солнце, из них 300 дней в году пляжа, ну и разрешают брать вид на жительство, что это для нас, для всех немаловажно. Вы сейчас скажете, что вот этот район закроют через годик, через два, а вот и нет. Давайте мы вспомним историю про Махмутлар. В Махмутларе минимум 80% населения иностранцев. И что? Когда его закрыли? Тогда, когда начали строить наш аэропорт Мерсинский. Почему? Потому что все будут переезжать именно к нам в Мерсин. И именно в Тедже, Тумюк, Арпач-Бахшиш. Это единственные районы, в которых имеется в шаговой доступности пляж. Сегодня я покажу вам проект 1+1. В 700 метров от моря, от прекрасного пляжа. Вы не пожалеете. Смотрите видео до конца, ставьте лайк и не забывайте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить. Поехали! Ну что, сейчас мы пришли уже на саму стройку. Напоминаю, квартиры все, планировки 1+1. Есть квартиры 45 метров квадратных и есть квартиры 50 метров квадратных. 45 и 50 это нетто. Это та жилая площадь, которая будет именно ваша. Сейчас я нахожусь на самой стройке, на первом этаже. Квартиры, которые расположены с западной стороны, угловые и центральные, они с первого этажа уже видят море. Обычные центральные, которые расположены ближе к восточной стороне, они тоже будут видеть море, но примерно с 7-го этажа. Будет красивый вид на море. Северная сторона, она тоже также будет видеть очень красивый вид, но на горы. Скорее всего, запад-север будет видеть немного моря. Я так думаю, что с морем квартиры хватит. Но вы, конечно, не размечтовывайтесь. Комплекс не резиновый. Цена в этом комплексе очень хорошая по сравнению с тем, что сейчас происходит вообще с ценами в Мерсине. И квартиры разберут очень быстро. Мы сами не успеваем обновлять прайсы. Итак, давайте поговорим теперь о самом районе. Как мы все прекрасно знаем, когда мы переезжаем в другой город, другую страну, вообще в другую провинцию, что для нас самое важное? Конечно же, самое важное – это здоровье наших родителей, если они у нас пенсионеры, здоровье наших детей и образование наших детей. Для нас это очень-очень-очень важно. Что у нас здесь в Тедже? В Тедже у нас имеется на сегодняшний день одна школа активная, в которой учатся дети. И с этого года начинают строительство, уже проект подтвердили, еще 2 школ. Одна средняя и вторая уже, как говорится, лицеи они у нас называются. Это старшие классы. Поэтому ваши дети будут учиться и получать хорошее образование, европейское, в Турции, в районе Тедже, в новой школе. Это очень хорошо. И многие мне звонят постоянно и спрашивают: Настя, а вот посоветуй, какую школу выбрать, частную. А есть ли в Мерсине частные школы? Например, нет, чуть-чуть переформулирую. Есть ли в Мерсине русские школы? Я вам скажу, нет, их нету. Они есть, одна единственная школа, ее построили специально для работников Аккою атомную станцию, и это от нас, от нашего города, минимум 150 километров. Плюс, хорошо, мы нашли с вами частную школу, которая, как говорится, русская. А вы сможете оплачивать образование в этой школе? Вот на сегодняшний день я слышала, что у нас в частных садиках начали открывать русские группы в садиках. Вопрос. Одна группа, дети разных возрастов. И как они могут закинуть всех этих детей в одну группу?
Плюс, на минуточку, теперь давайте вернемся к цене этой группы. 400 евро на одного ребенка. Вы можете себе это позволить? Я сомневаюсь, что каждый из вас, мало того, что это будет вообще бардак, плюс еще такая цена, когда, например, обычный турецкий садик стоит 1500 лир. Это минимум в 4 раза дешевле. И зачем вам это надо? Скажите мне, пожалуйста. Если вы решили переехать в Турцию, изменить колоссально вашу жизнь к лучшему, надо, чтобы дети учили турецкий язык и получали высшее образование именно в Турции. Понимаете? Вот вам, пожалуйста, разница, если у нас будут русские классы. Надо оно вам? Я думаю, что не надо. Вот, дальше, больница. Переходим теперь к теме больницы. В самом ТДЖ имеется поликлиника, но так как это небольшой город, это просто микрорайон, и в нем имеется поликлиника. Если нужны какие-то определенные узкие специалисты, также едете в город. Город отсюда, это не Махмутлар, где вам надо до Анталии ехать минимум 2-2,5 часа. Город отсюда 25, максимум 30 минут. Все, на общественном транспорте. И общественный транспорт здесь очень хорошо развит. А так, в принципе, все магазины, Шок, Бим, А101 и так далее, Мигрос, все здесь уже есть. Сейчас вот они делают вот такую красивую набережную, ставят уже фонари, будут в этом году окрашивать наши пляжи. И я так думаю, здесь вы будете счастливы. Вы и ваши дети, и также ваши родители. В данном комплексе имеется уникальная рассрочка, без процентов, без комиссии агентства. Пришли, оставили задаток, подписали договор и оплачиваете свою, как говорится, рассрочку. 50% первоначальный взнос, все остальное вы платите равными платежами. Вопрос: каждый месяц или каждые 3 месяца и так далее. Вы сами делаете свой выбор, как вам удобно. Мы рекомендуем платить ежеквартально. Итак, вы посмотрели видео. Я на 100% уверена, что вам оно понравилось. И эта квартира именно та квартира мечты, о которой вы мечтаете, о которой вы только думаете. Пожалуйста, не затягивайте. Цены в Мерсине растут. Уже нету таких квартир, как это было раньше. За 30 тысяч, за 40 тысяч, даже за 51+1 в Мерсине уже найти очень сложно. Поэтому чем больше вы думаете, тем дороже цена вашей квартиры. Спасибо за просмотр. С вами была Анастасия, агентство недвижимости Well Homes. Пока-пока. Görüşürüz.